Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о моем опыте утилизации садового мусора. После любой обрезки ветки, стебли, листья растений превращаются в садовый мусор. Обычные способы утилизации мусора – это компостирование и сжигание. Для сжигания нужна только старая железная бочка. Результат операции – зола, занимает немного места и является полезным продуктом. Я тоже применяла эти два способа переработки садовых отходов, пока не приобрела садовый измельчитель. Теперь у меня другая технология. Все срезанные ветки и стебли я стараюсь измельчить в измельчителе. Измельчитель – это электрический прибор. Он питается от розетки напряжением 220 вольт. Надо соблюдать правила электробезопасности. Надо обязательно использовать перчатки и защитные очки. В мой измельчитель можно загружать ветки не толще 35 мм. Тонкие ветки не надо закладывать по одной, можно загружать целыми пучками. Сверху закладываю ветки, а снизу выпадает готовая мульча. Я собираю ее в пластмассовый ящик. У меня старая модель измельчителя, а новые модели имеют в комплекте ящики для сбора измельченного материала. Мульча – это кусочки веток длиной от 1 до 5 сантиметров. Мульчу можно отнести в компостную кучу. Компост из нее получится быстрее, чем из целых недробленных веток. Можно хранить мульчу в каких-то емкостях. Если использовать мульчу сразу после получения, не нужно подготавливать место для хранения этого материала. Я раскладываю мульчу прямо на грядке с высаженными растениями. Толстый слой мульчи препятствует поступлению солнечного света к почве. Я измельчаю растения, только что срезанные, еще не совсем сухие. Находясь на солнце, эта мульча при высыхании уменьшится в размерах. Слой станет тоньше, и он будет пропускать больше света. Чтобы защиты слоя хватило на более долгое время, я укладываю слой мульчи на бумагу. Можно использовать любую бумагу, такую, которую обычно приходится выбрасывать в мусор. Например, газеты старые, рекламные объявления, исписанные школьные тетрадки, коробки, пакеты и прочее. Такое укрытие из мульчи можно делать в любое время, и осенью, и весной, и летом. Я укрываю мою клумбу с лилейниками осенью. Весной на клумбе не видно никаких всходов сорняков, только ростки высаженных растений. Слой мульчи постепенно высыхает, поэтому его надо возобновлять 2-3 раза за сезон. Эта периодичность как раз совпадает с появлением потребностей в новых обрезках, то есть материал для мульчирования всегда есть. Я хочу привести мои наблюдения по сравнению двух методов переработки садового мусора. И сжигание в бочке, и измельчение в измельчителе имеют свои достоинства и недостатки. Каждый садовод может сделать выбор, сравнивая достоинства и недостатки методов. Но тем садоводам, которые хотят получить красивый сад за короткое время, я однозначно рекомендую применять измельчитель. Тогда будет время для того, чтобы любоваться в саду его красотой и просто отдыхать, а не только для того, чтобы пахать по-черному. Если вам понравилось мое сообщение, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С уважением, Яна Тамбелина.